Всем привет, меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем вот такой красивый цветочный узор. Он вяжется без накидов. Есть похожий узор, который вяжется с накидами. Вот так он выглядит. Такие цветочки, как будто один цветочек переходит в другой. Вот такие вот интересные элементы. В пушистой пряже он смотрится очень красиво. Узор абсолютно не косит. Таким узором будут шикарно смотреться кардиганы, паутинки. Не зря я связала образец из пушистой пряжи. Из очень тоненькой нитки этот узор будет тоже смотреться очень красиво. В гладкой пряже смотрится узор тоже не менее привлекательно. Красивая изнаночная сторона, аккуратная. И узор как бы идет с тенью, то есть вот эти цветочки как будто наложены на другое полотно, если вы можете заметить. Красиво, просто и быстро. Для вязания такого узора нам необходимо набрать такое количество петель, которое делится на 4, плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. То есть, к примеру, можно набрать 12 петель плюс 1 и плюс 2 кромочные петли. Для образца я набрала 12 петель на основной узор, плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. Раппорт узора всего 4 ряда в высоту. Для начала я провяжу подготовительный ряд. Его можно не вязать, но так как я набрала петли обычным таким способом, узелковый край у меня сейчас на лицевой стороне. Если вы набираете петли каким-то другим способом, то можно подготовительный ряд не вязать. Подготовительный ряд, все изнаночные петли. То есть мы его как бы обозначим сейчас нулевым рядом. Он не входит в основной узор. И кромочная тоже вяжется изнаночной петлей, либо лицевой, как вам больше нравится. Приступаем к вывязыванию нашего узора и начинаем вязать первый ряд нашего узора. Кромочную петлю мы снимаем. Далее вяжем, первая петля у нас идет изнаночная. Далее мы вывязываем из 3 петель 3 лицевые петли. Вводим правую спицу за правые стенки петель. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю. Далее делаем накид вот таким образом. То есть спица у нас идет за нить. Она у нас, вот этот накид, считается второй петлей. Снова вводим правую спицу в 3 петли и захватываем лицевую петлю. То есть из 3 мы вывязали 3. Скинули с левой спицы изнаночная, то есть это изнаночная петля как бы разграничитель. Снова в 3 петли вводим правую спицу за правые стенки, захватываем рабочую нить, лицевая, накид, лицевая, скинули с левой спицы и далее идет у нас изнаночная. Снова из 3 вывязываем 3. Ничего сложного, накид, лицевая, петля симметрии изнаночная и кромочная тоже изнаночная. Первый ряд готов. Второй ряд узора. Первая петля идет лицевой, то есть те петли, которые мы вывязывали в первом ряду изнаночной, мы ее вяжем лицевой. 3 петли изнаночные, 1, 2, 3, лицевая, 3 петли изнаночные, 1, 2, 3, лицевая, 3 изнаночных, 1, 2, 3, лицевая и кромочная изнаночная. Первая часть нашего раппорта провязана. Сейчас мы эти элементы будем вывязывать в шахматном порядке. Третий ряд. Кромочную мы снимаем
И сейчас обратите внимание, как мы будем вывязывать вот эти полуцветочек. То есть основной элемент у нас состоит из 3 петель. В самом начале мы будем сейчас вывязывать из 2 2. Итак, вводим спицу правую в 2 последующие петли за задние стенки, провязываем их лицевой. Далее мы вводим правую спицу в эти же 2 петли, но только за передние стенки. И также вывязываем лицевую петлю. В начале и в конце этого ряда мы будем делать именно так. Сложного ничего нет. Из 2 2. Далее идет у нас петля изнаночная, то есть петля как бы разграничитель между цветочными элементами. Далее из 3 мы вывязываем 3. Правая спица за правые стенки. И также вывязываем лицевая, накид, сюда же лицевая, далее изнаночная, то есть несмотря на то, что петля предыдущего ряда провязана лицевой, мы ее вяжем изнаночной. Из 3 3 за задние стенки правые вывязываем 3 петли, лицевая, накид, лицевая, изнаночная за правую стенку. И дошли до конца ряда. Нам нужно вывязать из 2 2 лицевые точно таким же способом, как и в начале ряда. За задние правые стенки ввели спицу, лицевая. Сейчас нам нужно ввести правую спицу за передние стенки этих 2 петель. И также провязываем лицевую. Скинули. Кромочная, изнаночная. Готово. И последний ряд нашего раппорта. Как вы видите, ничего сложного нет. Кромочную сняли. 2 изнаночные. Лепестки мы вяжем изнаночными. В изнаночном ряду лицевая петля разграничитель. Следующие 3 изнаночные. Лицевая. 3 изнаночные. 3 лицевая и 2 изнаночные в конце ряда и кромочная, изнаночная. Все, наш узор закончен. Вот так этот узор выглядит в гладкой пряже. Конечно, это очень маленький образец, и по нему достаточно сложно судить о красоте узора в гладкой пряже. Еще раз покажу образец из пушистой пряжи. Вот так вот. Переходящие цветочки из одного в другой. И вот так выглядит в гладкой пряже. Гладкая пряжа тоже смотрится очень красиво, несмотря на то, что образец маленький. Если это видео было для вас интересным и полезным, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. До встречи в новых видео. Пока!